Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Неожиданности и сюрпризы августа 2024 года. Давайте узнаем, что нам расскажут карты. У нас сегодня две колоды. Таро, карта Таро и цыганский пасьянс. Маленькие карты с рандомными значениями. Что вам выпадет, давайте узнаем. Будем, конечно, реалистами, может и не совпасть. Я всегда говорю об этом. И предугадать, может быть, на пару шагов вперед, или психологически быть готовым к тому, что жизнь наша не бывает полностью предсказуемой. И в любой момент что-то может не подлежать нашей власти или пойти как-то не так, как мы предполагаем. Поэтому это внутренний настрой на какие-то сюрпризы жизни, пусть их будет лучше, больше именно в хорошем контексте, но может быть по-разному. И я вас приглашаю на свой сайт прочитать именно планетарный гороскоп, транзиты по планетам, что или как видят звезды, небесное расписание для вашего знака зодиака август. И я оставлю ссылку в описании под видео. Есть у меня и таро-прогнозы уже на 2025 год. Вы можете перейти и посмотреть для своего знака зодиака, для асцендента, поразмышлять, в зависимости от того, какие планы вы грандиозные строите. И сравнить, как звезды настроены, насколько благосклонны, когда какое дело ваше в первой половине, к примеру, даже августа. На август тоже есть планетарный гороскоп. В какой половине августа стоит уделить внимание одним вещам, и, может быть, во вторую половину другим. Надо сказать, для вас август планетарно как раз благополучный месяц. Но это, по крайней мере, так по звездам. Перейдите, прочитайте, посмотрите. А мы идем вперед. Итак, неожиданности и сюрпризы для козерогов. Я смотрю, соединяю значения, и вы смотрите тоже. Закрытый путь. Либо вы можете отказаться от какой-то поездки, или к вам, может быть, вы ожидаете человека, нет возможности приехать. Или это пока у нас вот первое значение, которое выпадает на начало августа. Давайте будем смотреть, может быть, что-то меняется. Или эта карта нам, сейчас мы достанем дополнительно и будем видеть, к чему это относится. Тут банально, мои дорогие, у кого-то может быть так. Посмотрите, выпадает значение черепа. И череп, по сути, это ни о чем. Это наше переживание. Это когда нет какой-то конкретики. Это то состояние внутреннее, когда нам, мы говорим, кажется, или это возможно. Где-то минусовые эмоции, которые мы сами себе добавляем без видимых причин. Кто знает, вот может быть вот этот закрытый путь каким-то переживанием. И так у кого-то тоже может быть. И планетарно, кстати, для вас очень благополучный период. Посмотрите, у вас совпадает, точнее, значение лебедя – это верность и любовь. Смотрю, что у вас можно еще соединить в выпавших картах. Не вижу, пока идем дальше. Прочный союз. Вот могли быть переживания по части именно союза, партнерского. У кого-то партнерство в личной жизни, для кого-то партнерство по работе, коллеги или ваш бизнес. Но все же, когда узел выпадает, это прочная связь. Значит, есть люди, на которых вы можете положиться. И тут действительно могли быть сомнения. Посмотрите, выпадает еще такое значение, как весы. И весы тоже конкретно сомнения, потому что вы словно взвешиваете. На одну чашу весов вы кладете, свои какие-то намерения или предположения, и на другую чашу весов есть какая-то конкретика, данность. Не все мы можем просчитать, поэтому примите во внимание, даже если что-то не получается в августе, вы все равно осуществите. Может быть, для части дел, мои дорогие козероги, что-то и на 100% не получится осуществить или какие-то вопросы закрыть, решить.
Больше карта советует уделить внимание личной жизни, потому что значение любви, значение верности, выпавший лебедь как раз вас переключает в несколько иную плоскость отношений на август месяц. И планетарно, по звездам, прекрасное время для личной жизни. И есть такой момент. Какие-то вопросы решить, согласовать. Как бы там оно ни было, у вас выпадает якорь. И это уверенность. Кстати, у кого-то может быть и новое знакомство. Называется, нам выпало, поскольку пасьян цыганский, значение цыганки, но имеется в виду, прописано как просто лицо. И по этому значению может быть как и новый человек, или это может быть тот человек, который просто знакомый, не обязательно друг. Еще нет каких-то глубоких отношений. Но как раз у вас в августе такие отношения могут завязаться, потому что впереди у нас якорь. Или какое-то знакомство, которое будет продолжено на долгий период времени. Сфера взаимоотношений в целом в августе для вас, мои дорогие козероги. Тема номер 1, это точно. И пусть. Может быть, вот этот закрытый путь, это вы кому-то закроете путь или чему-то. Вы не захотите оборачиваться, оглядываться назад через, может быть, какие-то отношения. Или вы поставите в чем-то точку, ведь тоже иногда это значение замка закрытого может олицетворять. Есть, может быть, поначалу еще внутренние какие-то беспокойства, сомнения, или вы думаете, выгорит какое-то дело или нет, получится осуществить или нет. Но постепенно вот этот якорь все расставляет по местам. Жизнь, конечно, не якорь, а именно жизнь. И для кого это актуально, вы, правда, можете с кем-то познакомиться. Конечно, это знакомство как новое партнерство через работу, через бизнес. И это я тоже не могу отрицать. Давайте на колоде Таро дополним значение неожиданности и сюрпризы для козерогов на август. И это больше карты Таро показывают наше психологическое восприятие того или иного события. Итак, неожиданности в августе. Что для козерога? Правда, есть выбор. Это вот отчасти вот эти весы. Когда что-то вы будете обдумывать так вот вполне конкретно. Соглашаюсь я на что-то или нет? Участвую я в каком-то деле или нет? Или если у кого-то все же мечи выпадают, все же мы все разные, вопросы, связанные с какими-то согласованиями в высоких инстанциях, могу допустить, когда и судебные у кого-то разбирательства, которые тянутся уже, может быть, какое-то время. Кстати, с учетом замка может быть перенос. Вот перенос или некоторая, не сказать, что это задержка, но в целом карты пасьянса нам говорят, что неспешный период, нет какой-то скорости. И планетарно тоже так для вас может быть. Поэтому себя не пришпоривайте, больше отдыхайте и больше уделите внимание тому, что надежно. Вот как этот якорь, на что вы можете опереться, как в отношениях, так, может быть, и по части работы. Может быть, вот такая неспешность, такой спокойный период вам как раз и поможет, мои дорогие, расставить что-то по местам, разобраться с чем-то. А иногда в нашей жизни, согласитесь, бывает и так, мы долго решаем какой-то вопрос, а он сам по себе со временем отпадает. Или если это было не в сфере нашего воздействия, тема, вопрос, событие, а больше зависимость от внешних каких-то воздействий. Так вот тоже может быть, что какая-то проблема, она нивелируется или расставится по местам. Тогда будет более понятно, как действовать. Но есть определенный выбор. Неожиданности. Я не могу сказать, что это новый выбор. Это, скорее всего, что-то, какая-то тема уже прежде была. И у вас выпадает в неожиданностях прекрасная карта победителя. Поэтому, правда, какой-то вопрос, как минимум один, вы решите. Нам не говорят, какая сфера жизни, хотя жезлы – это у нас деньги и работа. Поэтому все, что касается вашего
личного дела, личного творчества, построения карьеры, вашей работы или решения денежных вопросов у кого-то тоже может быть, есть победа. И если даже приходится с кем-то договариваться, может быть, я могу предположить, может быть, вам придется, в своих желаниях так несколько подвинуться или их скорректировать. Это я могу тоже предполагать, но в конечном итоге вы останетесь довольны. С большим процентом как раз вы выходите победителем. Но карта о чем говорит? Ты эту победу должен удерживать. Ты где-то не можешь расслабиться. Поэтому в тех вопросах или сфера жизни, где у вас сейчас решается что-то важное, держите руку на пульсе. Вы, мои дорогие козероги, должны удерживать и контролировать, самое главное, любой процесс. Неожиданности еще. И карта ожидания или для людей семейных, или для тех, кто в паре, это вопросы личной жизни. Для кого-то из вас, кто знает в неожиданностях, у нас ведь здесь тоже в картах пасьянса выпало лицо, мы сказали. Может быть, вы встретитесь с человеком, может быть, и познакомитесь, который рожден под знаком зодиака стихии воды. Это у нас рыба, рак, скорпион, или имеет там асцендент. И тогда неспешные отношения, какие-то надежные. Это карта любящего человека, это карта эмпатии, хорошего настроения, это карта нежности, где-то ласки, когда мы готовы ее кому-то дарить. Или какие-то вопросы, связанные с вашими родственниками. Может быть, есть тот вопрос, когда вам придется и подождать что-то, или вы ждете каких-то известий. Все же ожидание тоже проходит по этой карте. Ждет у нас королева кубков. И у каждого здесь пусть будут какие-то свои планы, но я должна сказать спокойное течение в жизни в целом. И даже если есть какие-то вопросы, вы их решаете, в таком душевном спокойствии больше, мои дорогие козероги. Посмотрите, через все карты нет того, даже с учетом победы, даже с учетом, что приходится делать выбор. Но все равно нет какой-то турбулентности. По крайней мере, карты это не показывают. Но мы еще не все карты достали. И вот теперь сюрпризы. Доставая карты и спрашивая о неожиданностях, я больше имела в виду какие-то минусы. Но здесь нам как раз минусы не показывают, разве что задержки какие-то или как ожидания по тому или иному вопросу, или выбор, но в середине карта победителя. Поэтому не сомневайтесь, если даже какой-то вопрос быстро не решится в августе. Сюрпризы для козерогов в августе. Что расскажут карты? Праздник. Карта праздника или какого-то торжественного случая. Может быть и правда в вашей семье. Или иногда это может касаться работы. У кого-то корпоратив внезапный. Или когда люди собираются, может быть, это не касается даже вашей семьи, а вашего социума. И вы будете куда-то приглашены. В сюрпризах праздник выпадает, и как будто карта советует: соглашайся. Для вас не нужно сидеть в одиночестве, мои дорогие. Кто знает, отправившись на что-то предложенное, да, на сбор какой-то людей, или пусть, вот как я сказала, корпоратив, или, может быть, это просто люди собираются без какого-то значимого повода. Но это не один человек, который находится в своих мыслях, а когда карта как раз говорит: ты выйди из каких-то ограничений, ты не оставайся грустить где-то в уголке, мои дорогие козероги. Больше общения, больше жизненной какой-то активности через радости или радость через общение. Вполне вероятно, находясь в каком-то коллективе, даже в новом совершенно, вы можете с кем-то познакомиться. Для кого это актуально, возьмите на заметку. Сюрпризы, но праздник обещают. Вокруг вас очень много новостей. Я называю пятерку жезлов картой информационного хаоса, потому что непонятно, что с этими событиями, новостями делать. Поэтому карта призывает не торопиться. И как раз в сюрпризах она и говорит: ты будешь слышать и видеть много разного. Люди тебе могут принести, как вот сорока на хвосте принесла. Есть такое выражение. То есть вроде новость есть, а стоит ли ей доверять, нужно еще крепко подумать. По этой карте могут проходить и люди,
кстати, не совсем надежные, которые быстро меняют мнение. Поэтому и вам карта советует разобраться в чем-то, прежде чем на что-то согласиться более серьезное или взять какие-то обязательства. В целом, правильно работать с информацией. Поэтому будьте внимательны, если мы говорим о сюрпризах, правда, может быть и противоречивая как раз информация. Сюрпризы для козерогов. Ну, где-то нам сказали, отдыхай, удели внимание, может быть, своему здоровью. Не говорит карта, что это какая-то болезнь. Здесь вы можете быть попросту в отпуске или из-за чрезмерной усталости вы возьмете, может быть, и несколько дней в августе для того, чтобы дать покой телу и мыслям. Привести мысли в порядок эта карта тоже советует. У кого-то банально стоматолог или рутинное обследование – когда вы будете проходить какие-то, сдавать анализы, проходить те или иные виды обследования, дополнительных исследований. Вполне вероятно, и для чего. Четверка мечей, ты с чем-то должен разобраться. Вот разобраться либо в какой-то теме, или вам все-таки придется, с учетом двойки мечей, сделать какой-то выбор. Вы можете оставлять, кстати, на потом, или думать, что какое-то дело разберется само. Да, в какой-то части оно действительно может, или какой-то ваш вопрос в какой-то части может дополниться информацией, или какой-то пункт вообще нивелируется, отпадет, но какая-то концепция вам все равно напомнит о себе, и выбор делать придется. И выбор делать нужно рационально. Вот приводим мысли в порядок для того, чтобы понять или уравновесить наш разум и чувства. Есть какая-то внешняя данность или конкретика, и есть наше желание. И вот это тоже придется уравновесить. Что бы я хотел, и что по факту я могу сделать. Или как я могу, изменить какую-то ситуацию. Вот тут у каждого по-своему. Карта также говорит, если ты, Козерог, чувствуешь себя уставшим. Уставшие люди делают ошибки. Поэтому удели внимание конкретно своему отдыху. Есть еще такой момент, почему иногда четверку мечей говорят карта болезни. Потому что из-за усталости мы действительно ошибаемся, потому что срабатывает автоматизм. А автоматизм это относится как бы прерогатива нашего сознания. Мы думаем часто, что сознание это что-то как высшая форма. Увы, нет. Сознание это шаблон. Это где-то сфера наших привычек. Это наши поступки, которые мы тоже делаем, совершаем на автоматизме. Мы так привыкли. Это наш какой-то алгоритм действий, нам так где-то кажется, что надежно, а на самом деле это часто мешает. Так вот, куда-то поспешив, или ввязавшись в какой-то спор, или, где-то вы люди сильные, вы можете согласиться на какие-то, как дополнительную работу, или ваши дополнительные действия, вашу дополнительную занятость. И тогда буквально из-за усталости усталость сама, недомогание может уложить в постель. Поэтому будьте внимательны по части сознания, разума, чувства, эмоций. У меня есть статья на сайте моем. Зайдите, прочитайте. Я как раз что такое сознание и чем оно отличается от высшего разума. Или назовите это где-то интеллектом, интуицией. И как это помогает первое и второе в нашей жизни, чтобы более рационально обустроить свою жизнь. Давайте мы спросим карту совет для козерогов. Есть что-то новое. Это могут быть как и новые отношения, новая работа, новая концепция ваших действий. Но вы не должны рисковать собой. У нас, посмотрите, если мы спросили совет, у нас шут жонглирует всем зодиаком. По карте нулевого аркана мы себя не подвергаем риску и должны где-то контролировать ту обстановку, которая вокруг вас, и как раз соотносить с тем, что мы хотим осуществить. Называется карта шут еще такое прекрасное значение, пусть не в этой колоде, но в принципе очень хорошо характеризует хаос перед началом творения. Еще творение не началось, а вот какой-то сумбур, какая-то неразбериха. Это может касаться вашего внутреннего состояния. Это в некоторых вопросах, что-то еще пока не решено. Есть
темы, по которым сложно сделать выбор. Поэтому не торопитесь. Вот здесь основной совет: пойми, что есть, безусловно, те сферы жизни, на которые влияешь ты. Но есть еще и то, что ты не можешь убыстрить. Нам ведь сказали, что может быть какое-то ожидание за счет времени, за счет, к примеру, документа, для которого требуется какой-то период его готовности. Вот тут мы тоже не влияем. Или вам нужно подождать конкретного какого-то срока, и поэтому нет смысла себя мучить. С другой стороны, новые отношения все же, для кого это актуально, мои дорогие козероги, не упустите время. Тогда карта советует: выходи из какого-то замкнутого пространства или из своей, может быть, личной изоляции. Может быть, и была какая-то прежняя история, достаточно грустная. Но это, увы, не значит, что мы теперь на всю оставшуюся жизнь должны себя изолировать или не быть счастливыми. Значит, новая история будет более интересная, более радостная, более искренняя. Давайте я еще одну карту совет достану для козерогов. Правда, вот все то, что я сказала, как раз карта перемещения. Хотя больше значения конкретно карта заслуженного успеха, когда у нас хватает мужества идти вперед. Для кого-то выйти буквально и открыться миру, открыться новым знакомствам, новым контактам, новым связям. Да, при этом быть внимательным. Это не значит, что мы где-то становимся наивными. Держать все под контролем стоит. Но, тем не менее, карта говорит о том, что у тебя жизнь, когда ты добавишь где-то драйва, у тебя заиграет совершенно другими красками. Для кого-то конкретно, если у вас какая-то тема, к примеру, кто-то пишет диссертацию, а кто-то собирается развивать свое личное дело или бизнес, у вас обязательно получится. Ну, вы добьетесь этого самого успеха, признания, популярности, что вы планируете, мои дорогие козероги. Но это будет еще пока не август. Карта шестерка мечей говорит об отдаленном каком-то периоде, а в августе просто планомерно продолжайте делать то, что вы считаете нужным. Все равно успех к вам придет. И если вас куда-то приглашают отправиться, или это ваш где-то отдых, отпуск, перемещение, это тоже вам будет во благо, потому что как и новые горизонты, как и какой-то новый интерес, для кого-то в путешествии новое знакомство или попросту отдых, это тоже во благо. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.